Иран опять ударил баллистической ракетой по Турции и опять утверждает, что это не он. Соединенные Штаты атаковали иранские танкеры. Они горят возле порта Бандер-Аббас. Ракетный удар по митингу в поддержку избрания Муджтабы Хаминеи верховным лидером. Трамп просит Австралию предоставить убежище иранским футболисткам. Нефть уже по 120, а будет и по 150. Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и Эмираты сокращают добычу из-за перекрытого Ормузского пролива и иранских ударов по НПЗ. Венгрия требует, вы, конечно, удивитесь, отменить санкции против российской нефти. А Соединенные Штаты сняли санкции с венесуэльского золота и сразу купили слитки на $100 миллионов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран опять атаковал территорию Турции баллистической ракетой. Министерство обороны Турции в понедельник сообщило, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана в сторону Турции, была нейтрализована в воздушном пространстве страны. Согласно заявлению ведомства, ракета была перехвачена и уничтожена силами ПВО НАТО в восточной части Средиземного моря. Обломки упали на пустыре в Газиантепе. Жертв и пострадавших нет. Это уже вторая иранская баллистическая ракета, выпущенная Ираном по Турции, которая является членом НАТО. В Министерстве обороны Турции подчеркнули, что придают большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Но при этом все необходимые меры будут приняты решительно и без колебаний против любой угрозы территории и воздушному пространству страны. Также ведомство предупредило, что в интересах всех прислушиваться к предупреждениям Турции. Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие чиновники исламистского режима уже не раз утверждали, что Тегеран якобы не намерен атаковать соседние страны. По его словам, удары наносятся по американским базам и объектам, которые, к сожалению, расположены на территориях соседей. Соединенные Штаты нанесли удары по 3 иранским танкерам в районе порта Бандер-Аббас. На видео очевидцев можно наблюдать, что все 3 судна загорелись, находясь на рейде у побережья Ирана. В иранской провинции Исфахан по митингу в поддержку назначения Муджтабы Хаминеи новым верховным лидером Ирана был нанесен авиаудар. На кадрах, которые распространяются в социальных сетях, виден столб дыма рядом с местом проведения митинга. Подобные манифестации сегодня прошли по всему Ирану. На них собрались тысячи людей, сторонников исламистского режима. Назначение сына погибшего аятоллы на должность отца демонстрирует сохранение жесткой линии у власти и, по мнению наблюдателей, затрудняет скорое прекращение войны на Ближнем Востоке. 56-летний Муджтаба Хаминеи, шиитский священнослужитель с влиянием в силовых структурах и обширной бизнес-империей, был объявлен неприемлемой кандидатурой президентом США Дональдом Трампом, который требовал безоговорочной капитуляции Ирана. Государственные СМИ Ирана показали улицы нескольких городов, где собрались большие толпы с флагами Исламской Республики и портретами Али Хаминеи. Однако многие иранцы приветствовали смерть Хаминеи-старшего после массовых внутренних протестов и расстрела тысяч демонстрантов в последние недели. Однако антиправительственная активность практически прекратилась из-за опасений среди активистов. По данным посла Ирана в ООН, в результате ударов США и Израиля погибло как минимум 1332 мирных жителя, тысячи получили ранения. Ливан также сообщил о многочисленных жертвах. Международный профсоюз игроков FIFPro призвал Австралию, ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию обеспечить безопасность женской сборной Ирана по футболу. Иранская команда, чья ситуация привлекла внимание правозащитников, выбыла из турнира после поражения 0-2 от Филиппин. На прошлых выходных девушки из иранской сборной по футболу отказались исполнять гимн перед матчем с Южной Кореей. Комментатор телеканала «Исламская Республика» назвал это предательством, отсутствием патриотизма и вершиной бесчестия. Перед вторым матчем иранская женская сборная спела гимн Исламской Республики и отдала салют, вызвав опасения правозащитников, что девушек вынудили так поступить представители правительства. Иранская американская журналистка Маси Халинежад призвала австралийское правительство защитить членов женской сборной Ирана по футболу. Она сообщила, что девушки из сборной подавали сигнал САС перед возвращением в страну, и им могут грозить репрессии. Иран уже казнил несколько спортсменов, в том числе олимпийцев, за поддержку протестов в декабре и январе. Привет, Австралия. Пришла ваша очередь. Нам нужна ваша поддержка. Женская футбольная сборная Ирана отказалась исполнять гимн режима сразу после убийства Али Хаминеи. Государственное телевидение назвало их предательницами военного времени. Сейчас они в автобусе перед вылетом в Иран показывают сигнал СОС через окно. Я призываю правительство Австралии вмешаться. Не отправляйте их обратно в опасность. Пожалуйста, обеспечьте им защиту. Петиция на change.org с призывом к Австралии предоставить команде убежище собрала к вечеру 8 марта
более 51 тысячи подписей. Президент FIFPro Азия-Океания Бо Буш охарактеризовал ситуацию как невероятно сложную и сообщил, что организация пока не смогла связаться с игроками. Мы просили австралийское правительство помочь игрокам обрести свободу. Поэтому ситуация действительно сложная. Возможно, некоторые игроки захотят вернуться. Возможно, некоторые из них захотят попросить убежище, захотят остаться в Австралии на более длительный срок. Возможно, некоторые будут крайне обеспокоены перспективой возвращения домой. Это невероятно сложная ситуация. У ФИФА есть установленная законом обязанность в отношении прав человека использовать это влияние. И мы ожидаем, что они это сделают, и мы продолжим сотрудничать с ФИФА и AFC по этому вопросу. В настоящий момент мы не можем связаться с игроками. Это вызывает огромную тревогу. Это не новость. Так было с тех пор, как репрессии усилились в феврале, январе и так далее. Поэтому мы очень обеспокоены судьбой игроков, но наша нынешняя обязанность — сделать все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Дональд Трамп призвал премьер-министра Австралии предоставить убежище женской футбольной сборной Ирана, так как на родине их, скорее всего, убьют. Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской национальной футбольной команде Ирана быть насильно возвращенной в Иран, где ее, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр. Предоставьте им убежище. Если вы этого не сделаете, их примут Соединенные Штаты. В МИД Ирана официально прокомментировали избрание сына Аятоллы Хаминеи новым верховным лидером Исламской Республики. Он новый верховный лидер, официально выбран и объявлен лидером Исламской Республики Иран. Поэтому с точки зрения Конституции и юридических процедур, все необходимые формальности по объявлению его избрания третьим лидером Исламской Республики Иран выполнены. Также Иран продолжает настаивать, что доброжелательно и с любовью относится к соседним странам, которые в последние 10 суток постоянно атакуют ракетами и дронами. Также Тегеран продолжает отрицать, что атаковал Турцию и Азербайджан. А теперь отрицает также атаку на британскую базу на Кипре. Наша оборона ни в коем случае не должна трактоваться как враждебность по отношению к какой-либо стране региона. Что касается Республики Азербайджан, Турции и Кипра, о которых вы упомянули, Генеральный штаб Вооруженных сил ясно и официально заявил, что такие инциденты не происходили ни на территории Ирана, ни при участии наших войск. Что касается Кипра, даже официальные власти Великобритании подтвердили, что подобных случаев не было. Владимир Путин едва ли не первым поздравил Муджтабу Хаминеи с избранием верховным лидером Ирана. Хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики. Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа. Президент Азербайджана, несмотря на атаку дронов на аэропорт Нахчевани и школу, а также эвакуацию из Тегерана азербайджанского посольства, тоже направил поздравительное послание Муджтабе Хаминеи, в котором вновь выразил соболезнования в связи с гибелью Аятоллы Али Хаминеи. Отношения между Азербайджанской республикой и Исламской республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в добрососедстве и дружбе. Я выражаю надежду, что мы будем прилагать совместные усилия для развития наших межгосударственных отношений в духе взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов. Итак, сколько продержится на посту новый верховный лидер Исламской Республики Муджтаба Хаминеи? Почему против наследования этой должности выступал его отец? И есть ли шанс у младшего Хаминеи договориться с Дональдом Трампом? Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Алекс Ватанко дал ответы на эти и другие вопросы. То, что осталось от руководства Исламской Республики Иран, явно говорит решительное «нет» Дональду Трампу. Вместо этого они выбирают преемственность внутри режима. И, по сути, я думаю, они делают больше, чем просто это. По сути, они говорят Трампу, что их не убедит его кампания давления, которую мы наблюдаем, которая, очевидно, происходит в основном военным путем, но также и посредством политических посланий, которые Дональд Трамп направлял Тегерану в течение последних 8-9 дней. Таким образом, назначение Муджтабы Хаминеи отражает тот факт, что сторонники жесткой линии в этой системе теперь имеют преимущество. Они не только говорят, что будут продолжать эту борьбу, по крайней мере в краткосрочной перспективе, военным путем, но и заявляют, что у них есть политический план действий, и это, насколько я могу судить, в Вашингтоне должно стать тревожным сигналом, потому что какая бы политическая программа ни была у президента Трампа в плане перемен в Иране, сейчас эта программа не реализуется. Знаете, имя Муджтабы Хаминеи годами обсуждалось как потенциальный, а некоторые даже сказали бы, вероятный преемник его отца. И все же у нас есть множество свидетельств того, что его отец был против этого.
Он говорил: «Я не хочу, чтобы мой сын занял мое место, потому что это будет преемственность от сына к отцу, извините, от отца к сыну». А именно в этом и заключалась цель исламской революции 1979 года – положить конец наследственной преемственности. Поэтому тот факт, что Моджтаба Хаминеи теперь является новым верховным лидером, говорит нам гораздо больше о политической борьбе в современной системе. Жесткие политики имеют преимущество. Если бы это было не так, назначение Моджтабы Хаминеи было бы под вопросом. Теперь это стало несомненным фактом. Что касается Моджтабы Хаменеи, то нам нужно обратить внимание на две вещи. Во-первых, мы уже примерно знаем, что он принадлежит к идеологическому ядру исламской системы. Его происхождение, несмотря на то, что он священнослужитель, скорее связано с разведкой, чем с чем-либо еще. Он очень близок к корпусу стражей исламской революции. Он верит в применение силы как против внутренних, так и против внешних противников. Насколько я могу судить, за 20 лет нашего знакомства он не высказывал никаких мнений, которые бы указывали на его реформаторские взгляды. Так что он исламистский революционер, сторонник жесткой линии, по крайней мере, такова его история. Но вот что нам также нужно помнить. Иранский режим находится под огромным давлением, как извне, так и изнутри. Поэтому главный вопрос заключается в том, какой поворот он потенциально выберет в будущем. Моджтаба Хаминеи может переосмыслить себя. Ему не обязательно быть тем Моджтабой Хаминеи, каким он был раньше. Последние 20 лет. В будущем он может поступить совсем иначе ради выживания режима, что означает компромиссы внутри страны и за рубежом. Его отец поступил так же. В 1989 году, когда он пришел к власти, его отец не был сторонником жесткой линии, но он переосмыслил себя и стал таковым. Его сын, Моджтаба Хаминеи, может поступить наоборот, пойти в другом направлении. На это потребуется время. Сейчас у него есть сильная поддержка в корпусе стражей исламской революции. И я не думаю, что он будет высказывать что-либо, что предполагало бы реформы или то, что Дональд Трамп назвал бы капитуляцией. Этого не произойдет. Но что может случиться, так это то, что если эта война каким-то образом закончится, и эта система выживет, тогда им придется принимать действительно трудные решения, потому что их проблемы в корне не связаны с Дональдом Трампом. Проблема исламистского режима в иранском народе. И именно поэтому Моджтаба Хаминеи, если его советники скажут ему правду, еще раз внимательно изучит общество, которое создал его отец. На грани катастрофы и, возможно, выбрать другой курс на будущее. Очень многое зависит от общей стратегии Израиля. Решат ли они удвоить усилия, действительно ли они решат поддерживать этот вид конфронтации и оставаться в этой войне в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это политическое решение. Все сводится к тому, чего хочет премьер-министр Нетаньяху, а также к способности Израиля оставаться в этой войне, особенно если Соединенные Штаты решат искать выход. Но если они решат остаться в этой войне, и если смена режима — это то, чего они в конечном итоге хотят добиться, то мы знаем, что у Израиля есть значительная способность делать то, что они обещают, когда дело доходит до убийства своих противников, которых они определили. Они сделали это с лидером Хезболлы в Ливане Хасаном Насраллой. Они сделали это и с другими людьми, которых Израиль считал угрозой своей национальной безопасности. Мы также знаем, что в последние годы израильтяне очень хорошо внедрились в исламистский режим в Тегеране. Поэтому если израильтяне решат убить его, это будет иметь политические последствия. Но это то, что им предстоит решить. Если они решат его убить, то нельзя недооценивать их возможности. У Моджтабы Хаминеи есть веские причины беспокоиться о своей жизни. И я уверен, что он сделает все возможное, и его сторонники обеспечат его безопасность в той мере, в какой смогут гарантировать его физическое благополучие. Но опять же, и мы не должны недооценивать возможности Израиля, поскольку они настолько глубоко проникли в иранский режим, их способность найти его и убить, если они решат поступить таким образом в политических целях. На сегодняшний день, похоже, этого не произойдет. И на сегодняшний день главная задача президента Трампа — назвать ли это победой?
Сможет ли он уйти и сказать: «Я добился того, чего хотел»? Он может сказать, что убийство Али Хаминеи было тем, чего он хотел. Это представляет собой смену режима. Многие будут сомневаться, что это действительно принесло какие-либо значительные результаты. На самом деле можно сказать, что оставление Муджтабы Хаминеи во главе Исламской Республики, человека, который, возможно, и не стал бы верховным лидером, а теперь, поскольку условия войны облегчили этому 56-летнему человеку возможность стать верховным лидером, и Соединенные Штаты оставляют его у власти и уходят. Относительно молодой человек руководит довольно большой страной на Ближнем Востоке. И у него еще долгие годы будет сильное желание отомстить. И я не знаю, как это можно представить как победу для Соединенных Штатов, но президент Трамп вполне может так поступить. Удары Израиля по 30 иранским топливным складам 7 марта оказались масштабнее, чем ожидали США, и впервые спровоцировали сильные разногласия между союзниками, пишет Axios. Цахал утверждает, что склады использовались для снабжения иранских военных. Израиль уведомил американскую сторону о рейде, но американские военные были поражены масштабом ударов. Один из израильских чиновников пересказал реакцию США так: ВТФ, в буквальном переводе «что за...». В Вашингтоне обеспокоены, что атаки могут сплотить общество вокруг режима и вызвать рост цен на нефть. Советник Дональда Трампа подчеркнул, что президент недоволен атакой, поскольку она может напомнить людям о высоких ценах на бензин и повлиять на глобальный рынок. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, союзник Трампа, призвал Израиль осторожно выбирать цели. Он отметил впечатляющие возможности Цахал, но подчеркнул: скоро наступит день, когда иранский народ сам решит свою судьбу. По его словам, сохранение нефтяной экономики важно для будущих изменений в Иране, чтобы население могло начать новую и лучшую жизнь после падения режима. Тем временем высокопоставленный израильский чиновник сообщил Washington-Post, что израильско-американская бомбардировочная кампания близка к достижению своих военных целей. Среди них уничтожение оставшейся части иранской ядерной программы, запасов ракет, заводов по производству оружия и значительной части военного и разведывательного руководства страны. А вот как ход операции сегодня прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Цели этой миссии ясны, и важно продолжать напоминать американскому народу, почему именно в этой операции участвует самая могущественная армия в истории мира. Ее цель — уничтожить способность этого режима запускать ракеты, уничтожив как сами ракеты, так и пусковые установки, а также заводы по производству этих ракет и военно-морской флот. Я думаю, мы все сейчас видим угрозу, которую нынешний клерикальный режим представляет для региона и для всего мира. Они пытаются взять мир в заложники. Они нападают на своих соседей. Они нападают на соседние страны, их энергетическую инфраструктуру, их гражданское население. Они нападают на посольство. Это террористическое правительство. Это террористический режим. И мы видим, как они совершают террористические акты, используя элементы национальных государств, используя такое оружие, как ракеты и беспилотники для одностороннего поражения. Цель этой миссии — уничтожить их способность продолжать это делать. И мы уверенно движемся к достижению этой цели каждый день, используя подавляющую силу и подавляющую точность. Военные, вооруженные силы Соединенных Штатов, мужчины и женщины в военной форме проводят экстраординарную операцию. Нефть резко подорожала на открытии азиатских рынков после выходных на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана. Цена марки Brent сначала поднялась до $109 за баррель, а затем в ходе торгов достигла $119,5. По данным агентства Bloomberg, это самый резкий внутридневный скачок цен на нефть с апреля 2020 года. На уровне около $119 за баррель нефть торгуется впервые с июня 2022 года. При этом более высокие значения фиксировались в марте 2022 года, когда цена превышала $139 за баррель. Исторический максимум был установлен в 2008 году. Тогда нефть поднималась выше $147 за баррель. Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост цен, заявив, что краткосрочное подорожание нефти – очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира. Краткосрочные цены на нефть, которые быстро снизятся, когда уничтожение иранской ядерной угрозы будет завершено, это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира. Только глупцы могут думать иначе. Президент Дональд Джей Трамп. Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива, одного из ключевых маршрутов морского экспорта нефти. Сейчас он фактически остается закрытым, хотя официально Тегеран об этом не объявлял. Ормузский пролив — это своего рода узкое бутылочное горлышко морского пути в Персидском заливе. Он расположен к югу от Ирана и к северу от Эмиратов. Это критически важная точка на этом морском маршруте, потому что значительная часть мировой энергетики, будь то нефть, нефтепродукты или сжиженный природный газ,
проходит через это узкое место, которое, по сути, обеспечивает жизнедеятельность Азии и остального мира. С точки зрения сырой нефти, примерно 20% мировых поставок проходит через него ежедневно. То же касается и сжиженного природного газа, а для нефтехимического сырья даже немного больше, то есть сырья, из которого, например, производят пластмассы. Таким образом, этот очень узкий морской проход фактически имеет критическое значение для мировой экономики. Формально он не закрыт, однако фактически Ормузский пролив находится в состоянии своего рода де-факто закрытия. Причина в том, что иранцы атакуют или угрожают атаковать любые суда, проходящие через пролив. А с учетом характера конфликта и того, насколько широко он сейчас распространился на Ближнем Востоке, ставки фрахта для судов стали непомерно высокими, и, по сути, ни одному судну не предоставляют страхования. Аналитики ранее предупреждали, что при затяжной войне вокруг Ирана цены могут превысить $100 за баррель. В случае долгого конфликта стоимость нефти может удерживаться в диапазоне от 120 до $150. Иранцы, очевидно, пытаются наносить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре, чтобы вызвать скачки цен в год промежуточных выборов в США. По сути, это единственное оружие, которое у них есть, чтобы заставить США остановиться, резко поднять цены на нефть и энергоносители. Поэтому любой маршрут или инфраструктура, позволяющая вывозить нефть из Персидского залива в обход Ормузского пролива, в определенной степени потенциально находится под угрозой. Не все можно перенаправить из Персидского залива в Красное море. И, опять же, морская логистика, то есть судоходство и скорость погрузки в Красном море, окажется под колоссальным давлением, потому что им придется работать в темпе, с которым они раньше фактически никогда не сталкивались. Саудовская нефтяная компания «Арамко» начала сокращение добычи на 2 своих месторождениях. Сообщили в понедельник 2 источника, после того, как жизненно важный Ормузский пролив оказался заблокирован в результате войны США и Израиля против Ирана и последующих атак на морские пути. Пока не ясно, на каких именно месторождениях и в каком объеме снижена добыча. «Арамко», которая перенаправляет части своих грузов нефти в порт Янбу на Красном море, пока не отвечает на запросы информационных агентств. Иран ударил по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Бахрейна и по одному из жилых районов. В результате удара дрона на НПЗ «Аль-Маамир» государственная энергетическая компания Бахрейна Babco Energies объявила о форс-мажоре. После атаки вспыхнул пожар, и Бахрейн вслед за Катаром и Кувейтом стал 3-й страной Персидского залива, остановившей поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт. Компания Babco в уведомлении о форс-мажоре заявила, что ее деятельность пострадала из-за регионального конфликта и недавней атаки. При этом она способна обеспечивать внутренний спрос на топливо. Завод, которому около 90 лет, недавно прошел модернизацию. Его мощность увеличили до 380 тысяч баррелей в сутки. Обновили линии для производства авиационного топлива и дизеля. Иран также атаковал ракетой один из жилых районов Бахрейна. Ранения получили 32 человека, включая детей. Ранее беспилотник повредил опреснительную установку, ключевой объект для обеспечения страны питьевой водой. Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа заявил, что опечален тем, с чем сталкивается его страна, отметив, что королевство всегда стремилось к миру и добрососедским отношениям. Нас глубоко огорчает то, чему подверглась наша дорогая страна и арабские, братские и дружественные страны. Беспрецедентные нападения, которые Иран не может оправдать ни под каким предлогом. Бахрейн всегда был и останется мирной страной, которая никогда не вступала в конфликт ни с кем и всегда следовала пути сотрудничества и добрососедства. Несмотря на трудности, Бахрейн с помощью Аллаха останется непоколебим в своем мудром и умеренном подходе, уверенно и решительно выполняя свои обязательства перед арабскими соседями и международным сообществом. На этом основании мы присоединились к Совету мира, занимающемуся восстановлением Газы, что является искренним выражением четкой позиции нашей страны и согласованием ее политики с усилиями, направленными на содействие миру, восстановлению и созданию условий для стабильности. Глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что Евросоюз должен немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа из-за риска сокращения поставок, вызванного войной на Ближнем Востоке. Евросоюз должен немедленно снять запрет на импорт российской нефти и газа. На фоне эскалации войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива значительная часть мировых поставок энергии оказалась под угрозой. Европа особенно уязвима, так как ЕС ранее уже ввел запрет на поставки российской энергии. Сейчас конфликт на Ближнем Востоке дополнительно сокращает мировое предложение. При уменьшении предложения цены растут, и Европа рискует столкнуться с резким ростом цен. Если Брюссель сохранит санкции, это причинит серьезный ущерб европейцам и экономике Европы. Основное внимание должно быть направлено на защиту интересов европейцев, а не на идеологию.
Министр внутренних дел США Даг Бургум сообщил, что в пятницу в Соединенные Штаты прибыла крупная партия золота из Венесуэлы, примерно на $100 миллионов. Этот металл предназначен как для промышленных нужд, так и для коммерческого использования. Поставки золота из Венесуэлы в США начались после встречи Бургума с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес и представителями крупнейших американских торговых и горнодобывающих компаний. Ну, все началось в пятницу. Помимо поставок нефти и газа, мы подписали первые лицензии на добычу критически важных полезных ископаемых и драгоценных металлов. В пятницу из Венесуэлы в Соединенные Штаты поступило золото на $100 миллионов. Оно предназначено как для промышленных, так и для других коммерческих целей. Венесуэла обладает запасами золота на $500 миллиардов. Но у них также есть другие критически важные и полезные ископаемые. Бокситы для производства алюминия, который нам необходим для обороны, и для производства потребительских товаров. У них есть угольные ресурсы, которые можно использовать для выработки электроэнергии. И опять же, они помогают нам выиграть гонку вооружений в области искусственного интеллекта с Китаем. Так что они очень-очень богаты полезными ископаемыми.